Крушение пассажирского самолета. 18 погибших. Российское Минобороны уличили в обмане. Снова. А Госдума собралась жаловаться на Байдена в ООН и Конгресс. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Гендиректора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-премьера Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали за взятку. Об этом сообщили РБК «Спорт», ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным «Коммерсанта», Анохину вменяют дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу. Обвинение считает, что глава «Фонбета» передал 50 миллионов рублей сотруднику ФСБ. В букмекерской компании от Анохина оперативно открестились. Там заявили, что он покинул пост гендиректора в декабре и занимался передачей дел новому руководителю. Согласно сообщению пресс-службы компании, Анохин уволился, чтобы, цитата, «сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». Конец цитаты. Телеграм-канал «Шот» пишет, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 миллиардов рублей. Российские военные и пропагандисты отчитались об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. И по традиции соврали. Николаево-Дарьино практически стерто с лица земли. Село было важным логистическим узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией. Был освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино, что позволило выйти нам к границе с Украиной. Этот сюжет вышел на канале «Россия» 27 января. Однако пользователи соцсетей, знакомые с географией Курской области, узнали на этих кадрах совсем другой населенный пункт – Ольговку. Его российская армия заняла еще в октябре прошлого года. Журналисты русской службы BBC сравнили хроники боев за Ольговку трехмесячной давности и сюжет о Николаево-Дарьине и пришли к выводу, что ВГТРК действительно обманула своих зрителей, как и Минобороны. Второй Западный окружной военный суд приговорил 18-летнего активиста левого социалистического движения Гагика Григоряна к 7 годам колонии общего режима. Его признали виновным по 4 статьям: о хранении взрывчатки, призывах к терроризму, участию в террористическом сообществе и госизмене. Дело рассматривалось в закрытом режиме, и его подробности были неизвестны. Однако Сота Project со ссылкой на источник пишет, что Григоряну вменили покушение на убийство подполковника российской армии Александра Николаевича Галя. При этом, согласно открытым источникам, Галь погиб 24 сентября. А вот Григоряна задержали, если не сказать похитили, 4 октября. Его привезли на место преступления и заставили достать из какой-то ямы взрывчатку, снимая весь процесс на видео. В этот момент его и задержали якобы с поличным. Родные и близкие Григоряна, а также активисты левого социалистического движения считают его дело сфабрикованным, а его самого подвергшимся пыткам. Кровавая драма в Калужской области. Там черный лесоруб застрелил 3 человек, а 2 взял в заложники. 64-летний Сергей Борисов срубил несколько деревьев возле деревни Усохи. Незаконную вырубку обнаружили в лесничестве. 5 сотрудников ведомства пришли к Борисову домой, но он открыл по ним огонь. Замминистра лесничества Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов погибли на месте. Борисов спрятал их тела в автомобиле, который затем сжег. Инженера Людмилу Никитину и сына убитого заместителя директора Дмитрия Агеева он завел в дом и приковал наручниками. Никитина смогла вызвать полицию, но до ее приезда преступник застрелился. И к новостям российской цензуры. Не геями и обнаженкой едиными. Теперь под цензуру попал сам Владимир Путин. В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» изменили перевод сериала «Интервью с вампиром». Речь идет о диалоге, в котором российского диктатора называют самым опасным человеком в мире. На это обратили внимание в издании «Верстка». Вот что было в оригинале. Я сказал редактору, что встречаюсь с самым опасным человеком в мире. Дал ему 2 варианта. Он ответил: Безос и Путин. Он думает, что я в Просковеевке. А вот как это увидели зрители «Амедиатеки». Кстати, Просковеевку тоже отцензурировали. Теперь это какая-то глушь. Я сказал редактору, что у меня встреча с самым опасным человеком в мире. Предложил угадать с 2 попыток. Он ответил: Безос или Маск. Думает, я уехал в какую-то глушь. Это не единственное изменение. Также в версии для «Амедиатеки» удалили, например, сравнение прихода советской армии в Румынию во время Второй мировой с оккупацией. Ведь сегодня в России даже вымышленные персонажи имеют право только на одобренное режимом высказывание. Ну и, конечно, под нож пошли эпизоды, изображающие гомосексуальные отношения или намеки на них. Всего более 20 сцен.
Государственная Дума собралась обратиться в американский Конгресс и ООН с требованием расследовать предполагаемую подготовку к убийству Владимира Путина. В поддержку такого решения высказались все фракции без исключения. Поводом для этого стали слова Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена собиралась убить Путина. I think that's one of the reasons that Tony Blinken was pushing so hard for a real war, trying to kill Putin, for example, which the Biden administration did. They tried to kill Putin. Really? Yes, yes, they did. Wow. Which is insane. If like, okay, so who takes over Russia? Right. And what happens to the nuclear arsenal? Спикер Думы Вячеслав Володин был особенно раздосадован тем, что на это заявление до сих пор никак не отреагировал ни Байден, ни Блинкен. Хотя обвинения весьма серьезны, ведь опираются они на такие солидные доказательства, как честное слово пропагандиста. Вот что заявил Володин. Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого преступления – серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Конец цитаты. Однако кремлевский пресс-сек Дмитрий Песков высказался более сдержанно. Процитирую его. Времена такие, что без доказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить. Конец цитаты. В Южном Судане в авиакатастрофе погибли 18 человек, в том числе пилоты. Самолет разбился при вылете с нефтяного месторождения в штате Юнити в сторону столицы страны Джубы. На борту находился 21 человек. 3 выживших сейчас в критическом состоянии в больнице. По данным агентства «Франс Пресс», самолет разбился практически сразу после вылета. Он успел пролететь только 500 метров. Эксплуатировала воздушное судно компания Light Air Services. И это был плановый полет в районе. В Турции почти 30 человек задержаны, из них 19 взяты под арест по делу о пожаре в гостинице «Гранд Картал» на горнолыжном курорте Картал-Кая, что в 270 километрах от Стамбула. Владелец гостиницы также среди арестованных. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в парламенте на заседании фракции своей партии «Справедливости и развития». Турецкий диктатор пригрозил, что никому из виновных не удастся уйти от ответственности, и сорвал бурю аплодисментов однопартийцев. Никто не может играть в игры с жизнями моих сограждан. Напомню, трагедия в Гранд-Картале произошла 21 января. Она стала причиной гибели 79 человек, более 50 человек пострадали. Всего в здании проживало 238 постояльцев. Газета «Гардиан» писала, что они не слышали сигнал тревоги. Пытаясь спастись, они спускались из окон по простыням и даже просто прыгали. 2 в итоге погибли. На похороны одной из семей Эрдоган приехал лично и даже расплакался. Он рассказал, что дружил с Зехрой Гюльтекин и ее мужем. В пожаре вместе с ними погибли 3 их детей и еще 3 родственников. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Обязательно смотрите другие видео с нашего канала, подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас тормозит YouTube, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Сейчас вы увидите на своем экране QR-код, а также можете найти ссылку в описании. Так мы сможем всегда оставаться с вами на связи. Ну а если вы все-таки хотите смотреть нас на YouTube, то в описании к видео вы найдете способы обхода блокировок. Берегите себя и всего вам доброго.